Здравствуйте, я Лилия Игликова. Вы на канале Евразия-24, информационно-аналитической платформе для тех, кто думает о будущем своей страны и мира и не боится задавать вопросы. Гость нашего эфира сегодня – главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо», ведущий программы «Геоэнергетика Лайв» Борис Марцинкевич. Он на связи с нашей студией из Москвы. Борис Леонидович, здравствуйте. Всем добрый день. Большое спасибо, что пригласили. Спасибо вам огромное за то, что в очередной раз ответили согласием на наше приглашение к эфиру. И сразу хотелось бы отметить, что для нашей сегодняшней встречи, для этого интервью было сразу несколько информационных поводов. Начну с того, который показался мне наиболее интересным. Сергей Переслегин. Его YouTube характеризует так: российский литературный критик и публицист, исследователь и теоретик фантастики и альтернативной истории. Недавно высказался, цитирую: «Так или иначе, Казахстан будет строить свою АЭС, нужно строить быстро и хорошо, и, может быть, есть смысл предложить, что он будет первой страной, которой Россия сможет предложить АЭС 4-го поколения». Первой зарубежной страной. И еще интереснее, разговор шел о наших стандартных ВВРах, то есть я расшифровываю, это водяные энергетические реакторы. Опять же, это продолжение цитаты, в котором вода используется как теплоноситель и замедлитель нейтронов. Но я бы сейчас неофициально предложил бы казахам БН, то есть реактор на быстрых нейтронах, за те же деньги, опреснитель, за те же деньги, но под российским управлением, центр обработки данных. И, соответственно, поскольку мы уже понимаем всю опасность мирового терроризма, прежде всего украинского, тогда вместе с этим военная база с системой ПВО и всем остальным, что только может быть. А учитывая место, где это нужно ставить, то я сказал бы так: как только эта база там появится, Азербайджан тут же вспомнит, что его очень многое связывает с Россией. Я помню о том, что вы стараетесь в своих интервью избегать политических аспектов, но поставлю вопрос так. По вашему мнению, вот это высказывание Сергея Переслегина больше из области прагматизма, геополитических соображений или все-таки из области фантастики? Давайте так. Есть единственный в мире пример того, когда атомная электростанция на территории чужой страны принадлежит компании, которая строит, это Турция. И вот там действительно вопрос физической безопасности решается общими усилиями. Во всех остальных случаях, когда российская корпорация выполняет заказ того или иного государства, все проблемы с безопасностью решает само государство. Конечно, поделиться опытом, если вопросы будут, никогда не против, но решение, разумеется, суверенной страной. Как решат? Есть нормативы МАГАТЭ, которым тоже надо соответствовать. Так что там с Азербайджаном, как может быть связано, мне не очень понятно. Мысли по поводу реакторов на быстрых нейтронах, давайте начнем с того, что Казахстан, так скажем, является родиной реакторов на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БН-350. Работал именно в казахской советской социалистической. То, что его закрыли досрочно, такое было решение. Те технологии, тот опыт, который был наработан, он сейчас применяется, масштабируется. В России работают и БН-600, то же самое, большей мощности, но без каких бы то ни было дополнений, касающихся опреснения воды. На Южном Урале проблем с этим нет, соответственно, и запроса такого не было. И БН-800. И совсем недавно, буквально в начале этого месяца, было получено разрешение Ростехнадзора на строительство в составе той же Белоярской атомной электростанции 3-го энергоблока БН-1200. И вот многие забывают, там есть еще буковка «М», модернизированный. Дело в том, что первая попытка провести через научно-технический совет Росатома проект БН-1200 закончилась тем, что попросили доработать. На это ушло 5 лет. И сейчас вот этот проект БН-1200М модернизированный, он действительно, судя по всему тому, что мы видим, судя по мнению не только Росатома, но и научно-технического совета Единой энергосистемы России, по ценовым характеристикам действительно не будет отличаться от обычных водно-водяных реакторов. Это такой большой шаг вперед.
Это и замыкание ядерного топливного цикла. Вот здесь воспроизводство ядерного топлива с коэффициентом 0,93 и более высокий коэффициент использования установленной мощности и так далее, и так далее. То есть об этом можно часами разговаривать. Действительно очень красивый проект. Есть ли желание у Казахстана к нему присоединиться? Я думаю, что начинать надо с того, чтобы ваши специалисты посмотрели, что такое БН-800, оценили его со всех сторон, а уже потом все-таки в атомной энергетике заповедь номер даже не 1, а 0 – это безопасность. То есть до той поры, пока казахстанские специалисты не убедятся в том, что здесь все в полном порядке, торопиться не надо. БУР, да, это рабочая лошадка атомной энергетики, это действительно можно делать намного оперативнее. А что касается реакторов на быстрых нейтронах, я бы предложил немножечко подождать, посмотреть, как у России будет получаться. Тем более, что в Томской области идет строительство еще одного реактора на быстрых нейтронах, но со свинцовым теплоносителем. Отличие в том, что топливо с БН-1200М будет перерабатываться на соответствующих заводах, а то, что происходит в городе Северске, это действительно комплекс. Облученное ядерное топливо из бассейна выдержки здесь же, на этой же площадке, отправляется на переработку, становится новым топливом, такой совершенно замкнутый цикл в пределах одной площадки. Поэтому я думаю, что специалистам Института ядерной физики Казахстана точно есть на что посмотреть, о чем подумать, оценить, взвесить. По времени быстрее будет запущен реактор Брест-300 со свинцовым теплоносителем мощностью 300 мегаватт. Но проект более мощного сразу на 1200 тоже сейчас дорабатывается. В ближайшее время должен пойти в Ростехнадзор на оценку. Вот что касается физической безопасности, это дело государства. Если соответствующий межгосударственный договор стороны решат заключить, будет обоюдное участие, решат не заключать, не будет обоюдного участия, не более того. Но, опять же, в этом вопросе есть несколько аспектов, и в том числе, наверное, и без политики здесь совсем обойтись не получится. У нас же в Казахстане уже был опыт работы с быстрыми нейтронами, я говорю сейчас про МАЭК, и закрыт он, наверное, был этот проект не по каким-то другим соображениям, а именно потому, что речь шла о плутонии, который может использоваться для ядерного оружия. Многолетний спор. Плутоний действительно образуется, точно так же, как он образуется в облученном ядерном топливе любого другого реактора. Но здесь важен изотопный состав. Все вполне традиционно. Если касаться вопросов ядерного оружия, то наличие в ядерном боезаряде более 9% плутония-240 превращает этот ядерный боезаряд в высокоактивный отход. Использоваться не может. Дело в том, что плутоний-240 испытывает спонтанное деление, появляются быстрые нейтроны, и когда и как будет работать этот боезаряд, никто не знает. Квантовая физика, она вероятностная. Классический пример, 2006 год. Испытания проводили в Северной Корее. Планировался взрыв мощностью 15 килотонн, получилось 1. Стали разбираться, в чем проблема. 20% плутония-240. В облученном ядерном топливе реакторов на быстрых нейтронах вот этого плутония-240 27%. Ничего нельзя сделать. Законы физики не позволяют. Превратить его в МОКС топлива, да, можно, в СНУП топлива можно, в ядерный боезаряд нет. Никакой политики, фундаментальные законы физики. Еще одна тема, которая послужила также основанием для нашего разговора. Казахстан самостоятельно приступил к возведению ТЭЦ в Кокшетау, которую планировалось построить с участием России, сообщил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Цитирую: «Пока мы не получили точную информацию о предоставлении гарантированного удешевленного финансирования из Российской Федерации, поэтому в Кокшетау мы уже начали своими силами строить. Самрук-Энерго уже занимается. Что касается Семея и Усть-Каменогорска, то мы пока также ожидаем ответа от российской стороны. Если в ближайшее время ответа не будет, тоже будем рассматривать варианты самостоятельной реализации. Мы ждать не можем». То, что мы ждать не можем, это очень понятная ситуация. Дальше мы поговорим, почему именно и как все обстоит с этим. Но что вам известно насчет
планов российской стороны вкладываться в строительство 3 энергетических объектов в Казахстане. И если посмотреть с другой стороны на ситуацию, ведь любое инвестирование, будь это российская сторона или будь это и Китай, который тоже может поучаствовать в этих проектах, все равно же это внешние инвестиции. Насколько правильно, по вашему мнению, на внешних инвестициях строить свои стратегически важные инфраструктурные объекты? Ведь это же добавление к тарифам. Понятно, что все инвесторы заходят в проекты с целью заработать. Ну, вопрос, конечно, интересный. Давайте вот начнем с того, что известно. Что известно из открытых источников. У меня, например, других нету. Инсайдерской информации и прочего. Апрель 2024 года подписание межправительственного соглашения между Министерством энергетики России и Казахстана о строительстве 3 угольных электростанций в 3 городах Казахстана. Июль прошлого года, то есть вот ровно год назад, с российской стороны определяется компания, которая будет выполнять данный договор, Интеррао Экспорт. А дальше возникает какая-то тишина. Изначально, когда в апреле подписывался договор, речь шла о том, что финансирование будет предоставлять банк ЕАБР, банк Евроазиатского экономического союза. Дальше полнейшая тишина. Что случилось, на каком уровне, требуется ли этот договор ратифицировать, или достаточно того, что подписи стоят, и заказчик есть, и генеральный подрядчик есть, и можно работать, информации нет. В том случае, если нет поддержки со стороны ЕАБР, то Интеррао, ну, все, что она может, настаивать на финансировании со стороны российских банков с нашей ужасающей ставкой, вряд ли Казахстану как заказчику может понравиться. Может быть, необходимо вести переговоры о субсидировании со стороны российского бюджета, но в открытых источниках не было ни текста этого договора, ни каких-то подробностей. Интеррао, как ни удивительно, не комментирует никак. Так что вот какой-то полный туман, и я очень надеюсь, что, может быть, соблаговолят либо Министерство энергетики России какие-то комментарии дать. Со стороны Казахстана, на мой взгляд, министр энергетики ведет себя достаточно открыто. Есть проблема, он о ней говорит. Абсолютно нормальное поведение, так и должно быть. Наша страна пока молчит. Мне остается только прислушиваться, присматриваться. Может быть, где-то какая-то информация мелькнет. А теперь, что касается возможного финансирования с других сторон, от других стран. Напомню, что есть решение ЦК Коммунистической партии Китая о том, что финансирование угольных электростанций за пределами Китая запрещено. Может быть, конечно, пересмотрят, но пока вот так. То есть сами себе в Китае угольные электростанции они строить разрешают. Строить в других странах почему-то решили, что нельзя. Вот. Так что удастся ли вам провести переговоры с Китаем, там финансирование, конечно, на совершенно других условиях. И есть третий вопрос, сугубо технический. Ну, совершенно очевидно, логично, и по-другому и быть не может, что уголь для этих электростанций – это гибастузское месторождение. Было бы странно, если бы Казахстан откуда-то еще уголь начал возить. И гибастузский уголь такой, какой есть, характеристики довольно специфические, зольность 42%. Но в советские времена он специализировался вот на котлах для такого топлива. Подольский машиностроительный завод, и он, собственно говоря, всю заводскую документацию для того, чтобы с таким топливом работать, да, имеет. Будет ли он ее передавать, если будет принято решение не в его пользу, а в чью-то еще? Сложно сказать. Надо ли это вообще кому-то? Казахстанский уголь, он для Казахстана. Если говорить о том, что может, на мой взгляд, и должно объединять усилия в этом направлении, ну, давайте напомню, что в России, даже если не проводить дополнительную геологоразведку, при нынешних темпах добычи угля хватит на 350 лет как минимум. Если провести детальную геологоразведку того, что имеется в Ленском бассейне, в Таймырском, я думаю, что там число увеличится до 1000, потому что только Ленский бассейн, прогнозные запасы 2 триллиона тонн. Очевидно, что не пользоваться углем было бы глупо со стороны России. Уже упоминавшийся мной научно-технический совет Единой энергосистемы России 2 недели тому назад утвердил концепцию модернизации угольной генерации для России. Причины очевидны.
То, что в угольной отрасли России кризис, говорит о том, что слишком велика зависимость от мирового рынка. В угольной отрасли Китая никаких кризисов не наблюдается, потому что все, что добывает Китай, использует Китай. Он не поставляет на экспорт. И что там творится на мировом рынке Китайской Народной Республики, совершенно все равно. Для того, чтобы избегать таких кризисов, надо наращивать использование угля в России. Для того, чтобы наращивать использование угля, нужно строить угольные электростанции. Но угольные электростанции нового поколения с теми требованиями современными, которые самые жесткие в Китае. В Европе все намного мягче. Есть требования по содержанию пыли в выбросах. 5 миллиграмм на кубометр. Есть требования по содержанию оксидов азота и оксидов серы. 30 и 50 миллиграмм на кубометр, соответственно. И есть достаточно жесткое требование, 100% использование, дабы не было никакого накопления золошлаковых отходов. Может быть, это кажется фантастикой, но такая небольшая страна, может быть, слышали, Индия. В 2023 году отрапортовала 100% золошлаковых отходов уходит в производство. То есть вот те требования, которые нужно выполнять. Те требования, над которым научно-технический совет предлагает серьезно задуматься России, потому что строить электростанции по проверенным технологиям, как это обычно в прессе пишут, это здорово. Но это технологии 50-60-х годов прошлого века. Они не соответствуют тому, что было перечислено. Для того, чтобы снижать нагрузку на внешнюю среду, необходимо переходить на сверхкритические параметры пара, на ультрасверхкритические. Не вдаваясь в технические подробности, если из килограмма угля в России получают на имеющихся электростанциях, и в Казахстане то же самое, 1 киловатт, то в Китае из того же килограмма получают 2. Электростанция характеризуется мощностью. Электростанции нового поколения дают такое же количество электроэнергии при вдвое меньших затратах угля. Понятно, что нагрузка будет в 2 раза меньше. Так что вот на все это надо выходить. Определенные заделы в России есть. Концепция программы доведена и до Министерства энергетики, и до Министерства промышленности. И на самом деле, если бы Казахстан нам в этом направлении помог, к примеру, посоветовав нашему Министерству энергетики прислушаться к тому, что необходимо России, мне кажется, это Казахстану необходимо. Все разговоры о необходимости декарбонизации, сверхдорогие проекты улавливания углекислого газа и дальнейшего захоронения где-то в подземных кавернах, это, конечно, хорошо. Но если перейти на те технологии, которые сейчас имеются и используются в Китае, в Индии, в Японии, все это не требует необходимости. Мне кажется, что это направление незаслуженно находится в тени. Пока в таком состоянии. То есть из открытых источников узнать, что происходит по договору между Самрукэнерго и Интеррао, пока возможности нет. Может быть, это, конечно, предмет коммерческой тайны, поэтому не появляется. Комментариев от Министерства энергетики России, от компании Интеррао мы пока не видим. Вот такая странная обстановка. У меня вопрос по тем цифрам, которые вы привели. Вот эта отдача, выработка электроэнергии, исходя из объема, например, 1 килограмм угля, вы называли без учета потери еще той электроэнергии, которая происходит во время передачи. Мы же знаем, что... Да, речь шла только о станции. Из-за изношенности наших сетей, вот у нас в Казахстане в некоторых регионах процент изношенности достигает 80, а то и больше процентов. Тут же более чем серьезный вопрос, и точно так же остро он стоит и перед Россией. Дело не только в изношенности, но в том, что еще и новые нужны. И опять возникает вопрос, по каким стандартам будем заниматься расширением электросетей? По старым, по новым, по согласованным друг с другом, с тем, чтобы появилось стандартное электротехническое оборудование в рамках СНГ, в рамках ЕАЭС, или каждый будет заниматься какой-то самодеятельностью. Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы это было общее решение, с тем, чтобы можно было и,
если угодно говорить там про рыночные механизмы, если известны стандарты, то может появиться целый ряд производителей, которые будут предлагать оборудование, которое подходит всем республикам. Борис Леонидович, спасибо вам огромное за ваши подробные ответы. Нашим зрителям я напоминаю, с нами на связи из Москвы сегодня был главный редактор аналитического журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич. Спасибо. Спасибо за внимание. Всем всего доброго.